Всем привет, вы на канале Вектор, с вами Владимир. И сегодня на обзоре у нас один из самых-самых популярных седанов в России. Это Kia Rio 4-го поколения, конкретно этот экземпляр в рестайле. Последняя конфигурация, да, не в самой богатой комплектации, что выдает вот оптика передняя, да, там решетка, конечно, все то же самое, но оптика у максималок отличается. У нас не самая богатая комплектация. По передней части эту небогатую комплектацию выдает передняя оптика. На максималках передняя оптика у них диодная бывает. Там 3 линзы, все красиво, все классно, светит хорошо. Здесь у нас была обычная галогеновая оптика. Светит ужасно, света нету, не хватает. Здесь доустановили линзу, да, то есть это как бы, ну, маленько переоборудовали, чтобы был хороший свет. Сразу минус этих фар, даже диодных фар, это запотевание. Есть обращение по гарантии, да, то есть их поменяют, для автомобиль гарантийный, но запотевают все, и галоген, и диодные, то есть, ну, без разницы, не зависит от комплектации, ну, небольшая недоработка корейцев. Дальше по внешке. Смотрите, обычный седан, без каких-либо раздражающих элементов, надутостей, да, прям вот обычный классический стандартный седанчик городской. Лючок бензобака аккуратный, маленький, не вот эти вот огромные люки, да, как у многих Kia есть, и мы уже это снимали и показывали. Задняя оптика здесь у нас не самая богатая. Галоген, но тоже в максималках бывает полностью диодная оптика. Здесь доустановили на задний ход диоды. 2 задних хода. Туманка одна по центру, бесячая фигня. Смотрите дальше. Фальш выхлоп. Это обманка. Выхлопная труба у нас направлена вниз. Вот она здесь находится одна. Здесь прям закос на спорт. Все, серьезно. Заводские парктроники, да и в принципе все. Предлагаю переместиться в переднюю часть автомобиля и посмотреть, что там с техничкой. Он замерз. Да ладно. Ну, собственник вообще красавчик. У него даже аморики есть на Kia Rio, на бюджетном седане. Красавчик от души. В продолжение, аморики классно, но доустановлены, с завода их не ставят. Смотрите, вот оно сердце данного автомобиля, да, здесь конкретно у нас экземпляр с 1.6 двигателем, бывает здесь еще 1.4, но 1.6 все-таки поинтереснее, да, то есть 123 лошади, 151 крутящего момента. С весом автомобиля в 1,2 тонн, в принципе, неплохие показатели, но 151 крутящего, ну, я все-таки всегда считаю, что это очень мало, да, всего лишь чуть-чуть больше, чем лошадиных сил в автомобиле. Коробка у нас здесь 6-ступенчатый автомат, и вариант есть еще на механике, да, то есть как бы никаких этих вариаторов там и всего-всего остального убогого, то, что любят японцы, китайцы, здесь нет. Все надежно, практично максимально, за адекватные деньги на момент, когда эти автомобили покупали, да, потому что сегодня 2024 год, и в 2023 году автомобильный рынок, он сошел с ума, да, цены взлетели в космос, прекратились поставки определенных марок и моделей автомобилей, вот. Поэтому сейчас чаще на эти экземпляры мы будем смотреть на вторичку, да, то есть вот такой экземпляр на вторичке на сегодняшний день стоит примерно 1 700 000. Это реальная стоимость автомобиля, да, то есть потому что есть варианты и за 1 200 000 из-под такси, и за 2 200 000 от тех, которые, ну, я вот решил и я хочу, за 2 200 000, да, реально 1,7, то есть, ну, прям плюс-минус, как бы есть хорошие варианты там без ДТП и всего остального. Пока здесь смотрим под капотку, смотрите, воздухозаборник высоко, ну, седан, но, в принципе, броды преодолевать можем. Городские броды, уточнюсь. Смотрите, друзья, про динамику разгона здесь, в принципе, разговаривать смысла особо нет. Завод заявляет 11,2, да, то есть это не самые выдающиеся показатели, но это на 1.6 двигателя. Ну, сами понимаете, 1.4 еще хуже будет ехать, да, у 1.4 еще больше будет расход топлива, потому что ей будет тяжелее ехать. Вот.
Поэтому в плане там совета, рекомендации, да, то есть я бы посоветовал вот именно такое исполнение, то есть 1.6 двигатель, шестиступенчатый автомат, ей в принципе хватает, да, с включенным там кондиционером, да, там системой климат-контроля, то есть она не вау взрывается, но она едет. Смотрите, по расходу топлива, реальный расход топлива в городе, вот мы находимся в небольшом городке, Нижегородской области, здесь вот собственник убирается в 10 литров. Это с учетом прогрева, вот зимой сейчас, да, то есть, ну, небольшие пробочки добраться до работы, там с работы, это 10 литров. По трассе реальный расход топлива у этого автомобиля, у него получается 8 литров. Но это режим 140-150. В режиме 100-110, да, то есть вот он мне рассказал, ездил в соседние города, прям говорит, вот, ну, не спеша, не торопясь, у него расход, он убрался в 6,5 литров. Тоже это, ну, в принципе, хороший показатель, с учетом того, что объем топливного бака здесь 50 литров, неплохой запас хода получается по трассе, если ехать в эконом-режиме. Про проблему подкапотного пространства, который пестрит весь интернет. Это катализаторы, которые залетают в цилиндры, и автомобили, двигатели попадают под капиталку. Там где-то по гарантии, под замену и все в этом духе. Смотрите, у меня есть несколько примеров. Конкретно этот экземпляр там с пробегом в 53 тысячи, катализатор на месте, все на месте, автомобиль обслуживается, все хорошо. Есть у меня еще у друзей несколько таких автомобилей, конкретно с этим двигателем. С пробегом примерно в 130-140 тысяч пробега, проблем никаких не было и на данный момент нету с катализаторами, да, то есть откуда взяли эту информацию? Может быть, был какой-то заводской брак. Опять же, там интернет говорит об этом, да, что именно 4-е поколение в рестайле, то есть на 1.6 двигателе чуть-чуть изменили расположение катализатора, и больше этой проблемы нет. Ну, я посмотрел внешне, я не увидел каких-то различий. И буду все-таки ссылаться на то, что это заводской брак, не повальный. Люди его начинают считать повальными. Почему? Потому что автомобиль очень популярный. Их очень много. Просто из-за количества, да, то есть и заводской брак, он в этом плане начинает увеличиваться. То есть, если бы этих машин было выпущено всего там 1000 автомобилей на всю Россию, и она там 2 машины заехала с катализатором, люди бы не говорили, что это повальная проблема. А так как этих автомобилей много, сотен тысяч автомобилей было выпущено, соответственно, они на сервис заезжают даже в плане обслуживания очень много. И мы их очень часто там видим. Про мотор еще хотел бы сказать. Смотрите, это увидел исключительно в интернете, да, то есть информация, что эти двигатели, они цепные, они классные, они надежные. Растягивается цепь на маленьком пробеге. Вот, знаете, я не встречал ни одного случая, у кого растянулась цепь раньше, чем в 200 тысяч километров на этих экземплярах. То есть вот на Солярисах, на Рио, да, у меня у друзей, у знакомых. У меня есть у знакомого парк такси, да, и у него в парке присутствуют такие автомобили. И вы прекрасно понимаете, да, то есть, что в парках там, ну, как бы такие автомобили катаются по 300 тысяч километров. Я специально позвонил и спросил, он сказал, что не было таких случаев. Просто не было. То есть, если где-то у кого-то что-то произошло, это единичный случай. Либо машина была куплена на вторичке, при смотанном пробеге, да, то есть, как бы, там выдали, что пробег небольшой, а там, на самом деле, может быть полмиллиона. И в этом случае цепь может вытянуться. Друзья, так как это у нас бюджетка, люди всегда делают большой акцент на багажниках, да, у всех сады, у всех огороды, всем нужно что-то возить постоянно, да, там, я не знаю, картошку и все в этом духе. Пошлите посмотрим. Сразу момент, багажник открывается только с ключа, либо вот здесь вот есть у нас флажочек, и рядом флажочек бензобак. Вот, пошлите посмотрим. Отщелкнулся, да, как я уже сказал, здесь никаких кнопок нету, да, никаким образом здесь ничего открыть нельзя, только из салона. Смотрите, багажник завален, немного тут инструмент, мусор, человек делает ремонт, вот, поэтому все нормально, возит все необходимое, все, что ему нужно и не нужно.
Объем багажника 480 литров, это очень хороший показатель. Единственный минус бюджетных автомобилей эконом-класса, я всегда на это обращал внимание, да, смотрите на петли, они огромные. И когда вы закрываете, они забирают это место, они забирают это пространство, о котором говорится в общих характеристиках, понимаете? Если мы возьмем в пример автомобили немецкие, да, у которых есть специальные ниши, либо даже знаю такой автомобиль... Ford Mondeo третьего поколения, да, был пример, амортизатор и петля находятся вот здесь вот на железке, да, то есть она в багажник никак не уходит, и вы можете грузить прямо вот под завязку и закрыть багажник. Если вы здесь загрузите полный багажник и попробуйте его закрыть, у вас петли упрутся в ваш груз. Дальше у нас здесь очень грязно, внизу у нас запаска, металл, отсутствие шумки. Вот, но это бюджетка, поэтому шумка здесь напряг, скажу сразу, ну, забегая наперед. Пластик дешевый, есть ручка, да, то есть, ну, закрывать. Здесь железо. Автомобиль у нас 21 года, сейчас у нас 2024. Здесь вот явные очевидные коррозии вот по багажнику, да, то есть я не увидел и не нашел. Есть очаги, как бы коррозии я вам покажу, но эти автомобили не сгнивают, понимаете? То есть если мы даже возьмем 10-15-летнюю Kia Rio, она не сгнивает насквозь. И это уже проверено временем, да, это отсыл новым китайцам, которые сейчас не совсем уже дешевые становятся, кучу гирлянд, кучу диодов, да, но машины не тестированные, автомобили не проверенные. Есть вот уже хорошие проверенные экземпляры, которые можно смело покупать на вторичке. На антенне сэкономили, стильный плавник поставить не захотели. Смотрите, так как это у нас бюджетка и седанчик, акцентированный, наверное, больше на семейный автомобиль. И реально этих автомобилей очень много в такси используют. Но за счет их, наверное, надежность, практичность и адекватных цен в обслуживании. Давайте посмотрим второй ряд сидений, что у нас здесь. Смотрите, дверь открывается широко, но не 90 градусов угол. Проем достаточно широкий. Смотрите, порог у нас открытый, но так как это седан, наверное, ему все-таки можно простить, потому что в плане роста, да, я всегда ругаюсь на кроссоверы, потому что они находятся высоко, штаны пачкаются. Здесь практичный собственник заклеил все пленочкой, да, то есть вот эти места, которые часто обивают обувью. Вот, давайте, опа. Смотрите, я сел сам за собой, не очень удобно, сиденье у меня очень близко, да, то есть вот коленками я упираюсь, угол, наклон спинки есть небольшой. Смотрите, сразу плюс для семейных, да, у кого маленькие дети, бустер, ремень находится очень низко, прям вот он идет по спинке, соответственно, бустер, ничего колхозить не надо. Ремень по шее у детей не пойдет, это безопасность. Молодцы. Но сиденье, честно, не очень удобное. То есть подушечка такая коротковата. Вот лично мне она чуть-чуть коротковата. Места над головой хватает, прям эконом, доехать можно. То есть, особенно когда это стоит адекватных денег, почему бы и нет. Здесь у нас комплектация 4 стеклоподъемника. Смотрите, на открывание режима авто нет. И на подъем тоже нет. Вот, корейцы сэкономили. Друзья, перемещаемся на передний ряд сидений, да, то есть сейчас посмотрим, что у нас впереди. За рулем, наверное, это самое главное место в этом автомобиле. Смотрите, сразу открывая дверь, хочу сказать и передать привет японцам, да, то есть которые очень сильно экономят на дверных ручках. Блин, классные ручки. Плотные, взбитые, жесткие, да, хотя вот, ну, машина бюджетка, реально, двери не очень тяжелые, но она все равно ощущается дверью. Здесь очень плохая шумоизоляция, да, то есть ее, в принципе, практически нет.
Но с учетом качества металлов, пластика, материалов, да, который очень сильно отличается от японских бюджетных автомобилей, здесь кажется, как будто шумка даже лучше, и она есть, понимаете? Погнали. Сразу минус собственнику. Он, конечно, красавчик, что вот он пленкой заклеил. Но, блин, вот эти все накидки, чехлы, я их очень сильно не люблю. Здесь накидка, она как-то еще более-менее простительна, да, то есть, ну, лучше, наверное, чем чехлы, которые вот это сильно натянуты. Но мне даже эти накидки не нравятся. Дальше, по рулю, смотрите. Здесь комплектация не самая богатая, просто есть все необходимое, как я сказал, то есть 1.6 двигатель, шестиступенчатый автомат, да, здесь есть теплые опции. Смотрите, бюджетный автомобиль, но здесь есть подогрев лобового стекла полностью. Блин, я просто рассматривал такой автомобиль, как Genesis. Вы многие знаете, да, это топ там от Hyundai, премиалка, в которой не бывает подогрева лобового стекла. Здесь Kia Rio, бюджетка, эконом-класса, здесь есть подогрев лобового стекла. Есть обогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений. Смотрите, в мультимедиа, Bluetooth, музыка, все слева, да, здесь круиз-контроль. Собственник это доустановил. Стоит это там 1000 с небольшим, вот этот прям блок. Провода уже все выведены, просто меняем блок, все классно. Смотрите, по регулировкам, по диапазону, смотрите, руль регулируется по вылету. Вылет на самом деле очень хороший, да, для бюджеток. И угол наклона тоже достаточно хороший. Блин, классно, молодцы, для бюджетки вообще супер. Система стабилизации, она здесь есть, но она не работает. Кстати, сегодня погода морозная, есть вот площадка, я вам обязательно покажу, как это не работает в бюджетных корейцах и в бюджетных японцах. Дальше у нас датчики давления в шинах, регулировка подсветки и регулировка корректора фар. Друзья, смотрите, вот по приборке. В принципе, все просто, информативно, все необходимые показатели есть. Да? Там тахометр, спидометр, температура, давление и по бортовику там расход топлива, сколько градусов на улице, запас хода и на какой передаче вы едете. Да? То есть какая скорость цифровой тоже есть. Для бюджетки это тоже очень классно. Смотрите, здесь по комплектации у нас климат-контроль однозонный, да, то есть, ну, в режиме авто все ставим, все работает, все хорошо. Так, сейчас убавим. Смотрите, музыку выключим. Мультимедиа здесь обычная, как бы большой экран, да, но он не очень информативный в плане того, что здесь нету камеры заднего вида, да, то есть это опять же комплектация. То есть это просто музыка, без каких-либо мониторов. Она здесь есть, музыка, звучание плохое, качество ужасное. Вот собственник уже просто поменял динамики, музыка стала лучше, даже не добавляя шумоизоляции. Смотрите, здесь по эргономике все классно, рычаг КПП, да, то есть подогревы передних сидений, руля, все под рукой, климат-контроль под рукой. Фирменный джойстик у Kia, да, то есть на многие модели Kia это было вкинуто. Такие, как лепесточки. Сделано классно, интересно, не как у всех, да, скажу вот так вот, но и не раздражает. Пользоваться удобно, климат убавили, прибавили, если надо, потоки воздуха тоже все прибавили, все быстро. Мультимедиа стандартная, обычная, классная, удобная в плане там музыку, звук прибавили, убавили, да, все это делается быстро и удобно, интуитивно, понятно. Механический ручник у нас здесь, подлокотник у нас здесь доустановлен, здесь у нас два подстаканника, какая-то ниша под, ну, мелочь, наверное, какую-то покидать, да, то есть необходимое есть. Смотрите, вот эта панель мне не очень нравится, вот она как бы такая пластиковая, вот она прям чужая от панели, да, то есть если у панели есть какая-то текстура, да, то есть вот эта шершавая, она жесткая, очень жесткая, но текстура есть, то здесь она просто, блин, ну она просто пластиковая, просто кусок пластмассы. Как бы, ну, чего-то мне не хватает. В целом, по эргономике удобно. Мультимедиа, флешки, USB, зарядки, все здесь. То есть можно сюда, пожалуйста, телефон на зарядку поставили, бросили его. Все хорошо заряжается. Друзья, смотрите, хотел бы сказать по обзорности. По обзорности все хорошо, да, то есть остекление хорошее, все видно. Стойка, конечно, вот эта часть, ну, достаточно широкая. Но это сейчас, наверное, все-таки больше нормой стало, да. Хотя здесь вот есть такой небольшой лючок, в который тоже видно в случае поворота 90 градусов, где не видно людей, да, то есть здесь вот как раз будет шанс их увидеть.
Смотрите, вот у нас седан автомобиль, такой уже немного длинноватый получается, это не хэтчбэк. Я вот покатался сегодня немного, мне слегка не хватает этих зеркал. Обзорность по зеркалам плохая, они прям небольшие. Никаким образом там не увеличивает, не уменьшает, не растягивает картинку зеркала, ничего. То есть оно прям обычное зеркало. Друзья, прям косяк корейцам. Я даже был удивлен, неприятно удивлен, да, по тормозам. Смотрите, впереди вот дисковые тормоза, сзади барабаны. Блин, ну я вот лично пользовался, я говорю, у меня была там автомобиль Церата, да, то есть как бы, блин, дисковые нормальные тормоза в круг. Здесь барабаны отличились, я не знаю, в чем экономия, непонятно. По подвеске, смотрите, сзади балка. Надежно, практично, но не рулится, да, то есть все прекрасно понимают, что такое независимая подвеска и что такое балка. Балка нечему ломаться, но комфорта от езды, то есть, ну, где-то на большой скорости, то есть машину на раз-два переставит заднюю часть, это небезопасно. Друзья, и в завершении про подвеску хотел бы сказать, что здесь очень хороший показатель по дорожному просвету, здесь 160 миллиметров для седана. В России это, правда, очень хорошие показатели, да, то есть, ну, просто там, я не знаю, ну, в пример давайте вам приведу, там, BMW 7, да, которая у нас была на обзоре, E65, там дорожный просвет 120 миллиметров. Но есть, как бы, и хэтчбеки, да, там, есть Rio X-Line, еще что-то, у них чуть побольше. Для седана классно, хорошо, удобно, практично, максимально. Хотел бы немного поговорить по конкурентам, да, самый прямой конкурент у этого автомобиля, это, конечно же, Hyundai Solaris. Ну, а у них форма одна и та же, да, и, грубо говоря, и запчасти могут подойти, ну, взаимозаменяемые, да, там техничка, мотор, по крайней мере, все максимально одинаковое. Концерн, ну, один и тот же. Volkswagen Polo, Lada Vesta, да, то есть, получается, у нас приподнялась в наших реалиях в 2024 году, я теперь смотрю, у нас вообще там, видимо, с китайцами Lada Vesta стала сотрудничать, появились диодная оптика, передняя, задняя, все классно, все красиво. Вот, посмотрим, сколько это все будет служить у них. Конкретно за этот автомобиль хочу сказать следующее. Это действительно надежный автомобиль. Этот автомобиль проверен временем. Очень адекватные цены по обслуживанию. Да, там в плане расходники, масла, фильтра. Вообще все доступно. Есть оригиналы, аналоги. Есть выбор. Ждать ничего не нужно. Как бы по расходникам чаще всего все присутствует в магазинах. То есть, ну, прям как отечественный автомобиль. Все очень легко по ВИНу подбирается. Еще вот с багажником еще чуть больше и более удобным это будет Skoda Rapid. Вот, но там конфигурация как бы по двигателям, коробкам, ну, это нужно все разбираться, нужно вам это или нет. Достойный, в наших реалиях классный вариант. Но всегда есть еще и старее вторичка. За эти деньги можно заглянуть куда? BMW 3. Вопросов нет, да, есть выбор, есть конфигурация. Выбираем только правильные варианты. Я к немцам отношусь очень хорошо, они у меня были. И чаще всего, знаете, я отношусь к ним именно к дизельным конфигурациям, потому что чаще всего у них надежный дизельный двигатель, да, там в паре с классическим автоматом, ну, край с роботом. Вот, все работает, все надежно, все практично, там 200, 300, 400 тысяч пробега, все это ходит без проблем, да, есть цешечка, да, вспоминаем такие автомобили, там 204 кузов, классные варианты. Единственное, что там по цешкам никому не посоветую двигатель 1.8, 184 лошадиные силы, которые, да, не рассматривать, там прям реально проблемы по цепям, даже завод это признал. Друзья, попробую вам сейчас прям наглядно показать, что такое неработающая система стабилизации на корейцах и бюджетных японцах. Да? Смотрите, сейчас вот скользко, да, площадка вычищена, просто система стабилизации включена, все хорошо. Да? Она должна работать в совокупе с педалью газа, дросселем, тормозами и всем остальным. Но она не работает. Вот смотрите, я сейчас дам газ в пол, и нормальные автомобили, такие как немецкие, да, у которых система стабилизации работает как надо, она никогда в жизни не даст раскрутить вам двигатель. То есть она его будет душить и просто аккуратно разгонять машину. Смотрите, что происходит на Kia. 3500. Лампочка мигает 5000. Она буксует, она не разгоняется. Лампочка просто мигает. И все на этом, понимаете?
машины, у которых система стабилизации нормально работает, она не даст вам раскрутить не то, чтобы там до 4-5 тысяч оборотов, она даже до 2000 вам не даст поднять. Она просто аккуратно разгонит автомобиль. Всем спасибо за просмотр, я поехал.